Топ-7 худших катастроф контейнеровозов в истории. На 7-м месте Ханджин, Пенсильвания. Контейнеровоз Ханджин, Пенсильвания был спущен на воду в марте 2022 года. Менее чем через год судно вышло из верфи, когда 11 ноября 2002 года у берегов Шри-Ланки во время рейса из Сингапура в Германию в грузовом отсеке произошел взрыв. Через 4 дня после первого взрыва 282-метровое судно сотрясло второй взрыв. Его источник – один или несколько контейнеров с фейерверками, которые были указаны неправильно в судовом манифесте. К сожалению, в результате катастрофы погибло 2 члена экипажа. Что касается судна, то оно осталось на плаву, но в конце концов было признано полностью потерянным и проданным на металлолом. Однако оно так и не добралось до своего слома, было перестроено и вернулось в строй, как Наразия Белатрикс. На 6-м месте Hyundai Fortune, Аденский залив, 2006 год. На судне Hyundai Fortune произошел мощный взрыв, когда оно направлялось на запад в Аденском заливе 21 марта 2006 года. Взрывная волна выбросила за борт десятки контейнеров и образовала поле обломков, которое по оценкам определялось 5 милями вокруг судна. Возникший пожар горел несколько дней. Все 27 членов экипажа эвакуированы и были приняты эсминцем Королевского флота Нидерландов, и только один получил неопасные для жизни травмы. В конечном итоге судно было отбуксировано в Оман, где было установлено, что примерно 1000 из 3000 контейнеров были повреждены в результате пожара. Точная причина предполагаемого взрыва так и не была установлена. Позже судно было отремонтировано и возвращено в строй. На 5-м месте МСК Неполи, Ла-Манш, 2007 год. В январе 2007 года на судне Неполи образовалась трещина и произошло затопление из-за непогоды в Ла-Манше во время рейса из Бельгии в Португалию. Все 26 человек экипажа успешно покинули его, оставив Неполи дрейфовать на побережье Англии. В конце концов оно было взято на буксир, но официальные лица опасались, что оно может разбиться и затонуть, поэтому его намеренно выбросили на берег в заливе Лайм у побережья Бранскомба. После удаления топлива и груза спасательные бригады сняли судно с мели 9 июля, но быстро было установлено, что оно находится в слишком плохом состоянии для буксировки, и через 3 дня они решили снова высадить судно на берег. Вместо этого спасатели использовали взрывчатку, чтобы разбить обломки на 3 части, которые позже были удалены. На 4-м месте Рина, Новая Зеландия, 2011 год. Рано утром 5 октября 2011 года контейнеровоз Рена столкнулся с рифом Астролябия в Новозеландском заливе Изобилия на скорости около 17 узлов, направляясь в сторону Тауранги. Из-за сильного прибоя в январе 2012 года Рена разделилась на 2 части, и у спасателей остался только один вариант – разобрать затонувший корабль прямо на рифе. В конце концов, полученный выброс в около 200 тонн мазута и значительное уменьшение количества грузовых контейнеров на судне побудило премьер-министра Новой Зеландии громко объявить это крушение самой страшной морской катастрофой в истории страны. Хотя большая часть обломков была удалена во время поисково-спасательной операции, части судна находят на рифе по сей день. На 3-м месте МСК Фламиния, Северная Атлантика, 2013 год. Контейнеровоз Фламиния под немецким флагом пострадал от серии взрывов и крупного пожара в его грузовых отсеках во время рейса через Северную Атлантику в июле 2012 года.
В результате взрыва и пожара погибло 4 человека. Остальные члены экипажа покинули судно и были подобраны нефтевозом DS Crown. Контейнеровоз горел несколько недель, выпуская в воздух ядовитый дым и причиняя судну серьезные повреждения. Из-за опасности для окружающей среды контейнеровоз отказывали в убежище в течение нескольких месяцев, прежде чем почти 3 месяца после первого взрыва Германия, наконец, согласилась принять его в Вильгельмсхафен. После этого случая Европейский Союз принял новые правила для судов, нуждающихся в помощи. В итоге судно было отремонтировано и возвращено в строй в 2014 году. На втором месте MOL Comfort, Индийский океан, 2013 год. Крушение судна MOL Comfort в июне 2013 года, безусловно, самая впечатляющая потеря в нашем списке почти по всем параметрам. 17 июня 2013 года Mitsui Osk Lines, построенный в 2008 году, разломался на 2 части во время движения в Индийском океане, перевозя более 4000 контейнеров. Все члены экипажа на борту благополучно покинули судно, и обе половины судна остались на плаву под наблюдением спасателей. Кормовая часть эффектно затонула примерно через 10 дней. Спасатели смогли прикрепить к носу буксировочный трос, но он тоже через несколько недель затонул. По оценкам, в результате происшествия было потеряно 4293 контейнера. Передняя часть судна горела в Индийском океане около месяца. Расследование гибели MOL Comfort показало, что у судна произошел перелом балки корпуса, но следователи не смогли определить точную причину первоначального перелома. Тем не менее, инцидент привел к принятию новых правил, касающихся прочности балки корпуса больших контейнеровозов. На первом месте Maersk Honam, Аравийское море, 2018 год. Maersk Honam является самым большим судном в нашем списке современных катастроф контейнерных перевозок. Фактически, это единственное судно, называемое сверхбольшим контейнеровозом, которое является одним из крупнейших судов, находящихся в настоящее время на воде. Оно также является одним из самых молодых судов, попавших в наш список, который совсем недавно был доставлен южнокорейской компанией Hyundai Heavy Industries в 2017 году. Судно, загруженное в общей сложности 7860 контейнерами, сообщило о серьезном пожаре в одном из грузовых трюмов. 6 марта 2018 года, когда оно направлялось на запад, в Аравийском море, примерно в 900 морских милях к юго-востоку от Омана. Из 27 членов экипажа на борту 23 были эвакуированы на ближайший контейнеровоз. К сожалению, в результате аварии погибло 5 членов экипажа. Через неделю после начала пожара он охватил всю грузовую зону от носовой части до надстройки. Хотя в настоящее время сообщения предполагают, что пламя было локализовано на борту судна, в какой-то момент огонь был настолько сильным, что его можно было увидеть из космоса. Расследование, проведенное Бюро расследований безопасности на транспорте Сингапура, завершилось в октябре 2020 года. Окончательно причина не установлена. Владелец решил повторно использовать кормовую часть в новом корабле, который был построен на южнокорейской верфи. Поврежденная носовая часть и жилой блок были сняты в сухих доках Дубая на слом. Кормовая часть была доставлена из Джебель-Али в Кадже на борту полупогружного судна Ксинганг-Хва, которое отплыло из Дубая в феврале 2019 года.